Ну, как вам, друзья? Я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать фаршированные грибы. Мы взяли большие грибы портобелло и шампиньоны. Мы их промыли хорошо, отделили ножку от шапки и положили высушиваться грибы на бумажное полотенце. Они должны нам быть сухие. А ножки мы нарезали мелко на мелкие кубики, квадратики, кусочки. И будем их обжаривать на сковородке. Прежде чем обжаривать грибы, мы взяли 20 грамм сливочного масла. Нам нужно растопить. А чтобы масло не горело, добавили еще столовую ложку оливкового масла. Подождем, когда масло нагреется, и будем обжаривать наши грибы. А пока масло греется, друзья, давайте нарежем лук тоже мелким кубиком. Масло нагрелось, будем отправлять жариться, тушиться наши грибы. Какой сразу запах пошел сливочно-грибной, друзья. Обалдеть можно. Обалдеть. Грибы будем тушить до образования коричневой корочки и обалденного запаха. Хорошо их перемешаем, чтобы они не горели. Мы сделали больше огонь в сковородке. Грибы готовы, принять наш лук. Лук будем тушить до прозрачности, друзья. Хорошо перемешаем все ингредиенты. Естественно, добавим соль. Я очень люблю свежедробленный перец. Все по вкусу, друзья, все по вкусу. И немножечко бросим зиры. Придадим теплый аромат Востока. Грибы перевернем на другую сторону, чтобы снутри тоже высохли. Нам нужны сухие грибы. Сейчас мы будем делать начинку для грибов. Мы взяли 25 грамм сливочного масла, соль по вкусу, друзья. Взяли укроп, нарежем мелко укроп, нарубим, вернее, мелко укроп. Смешаем с маслом. Как всегда, друзья, соль, я вам говорю, по вкусу. И не забывайте про грибы, чтобы они у нас не горели. Еще раз перемешаем и сделаем маленький огонек, друзья. Обязательно к маслу отправим чесночок. Дадим больше аромата нашему маслу. Соль, как всегда, ну естественно, и свежемолотый черный перец. Хорошо все перемешаем в однородную массу, поставим в сторонку, чтобы все ингредиенты обменялись своим вкусом. Ну и теперь начнем фаршировать наши грибы. Не жалейте начинку. Чем больше вы мажете, тем вкуснее будут грибы. Ну и так, начиним все грибы нашей смесью сливочного масла, чеснока и укропа. К этому времени наша зажарка у нас остыла, и теперь будем добавлять наши грибы в зажарку. Обязательно холодную зажарку отправляйте, потому что масло не растаяло преждевременно. Вот такая у нас красота, ребята, получается. Для того, чтобы создать еще больше аромата и еще сделать грибы наши фаршированные вкуснее, добавим тертый сыр. Друзья, сыр любой, какой у вас есть, такой вы можете взять. И сыра не жалейте. Это будет очень вкусно, друзья. Ну и остались у нас грибы. Прежде чем их жарить на гриле, друзья, мы возьмем фольгу, сложим ее в форму лодочки и поставим наши грибы в центр. Для того, когда они будут запекаться на гриле, чтобы сок не вытекал, а сок оставался внутри гриба. Потом нам этот сок очень пригодится. Смажем, естественно, немножко маслом, чтобы они не пригорели.
Вот такая красота у нас получилась. Гриль разогрелся на 210 градусов. Уложили грибы на минут 20. Друзья, у кого нет гриля, тоже процедуру можно сделать в духовке. Верхний и нижний тен работает, 210-220 духовка. Грибы готовы, видите, сок остался внутри, он не вылился. Аромат обалденный. Сливочно-чесночный. И еще и с запахом укропа, запах зиры, жареного лука. Ребята, это вам не передать. Ну, пусть они остынут. Посмотрите, какая красота. Смотрите, сколько сока в наших грибах осталось. Сейчас мы весь сок сольем в стакан. Мы с этого сока будем делать соус. Будем загущать его на огне. Нам этого сока ароматного будет достаточно. Посмотрите, какая это красота. Ну, естественно, взяли маленькую кастрюльку, налили в нее сок, который остался от грибов. Будем загущать при помощи крахмала. Мы на 50 мл воды холодной взяли пол чайной ложечки крахмала и добавили 30 мл 20% жирности сливок, друзья. Все это хорошо перемешаем. И когда начнется легкое бурление, мы выключим, добавим зелень и добавим чесночок. Хорошо все перемешаем, выключим и пусть себе остывает. Но когда наш соус остыл, мы поливаем наш шедевр этим соусом. Аромат обалденный, друзья. Друзья, пользуйтесь рецептом, подписывайтесь на канал. Все ингредиенты, специи будут в описании под роликом, ребят. Смотрите, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Это очень вкусно и ароматно, друзья. Посмотрите, какая это красота. Летние блюда. Даже и мясо не надо, друзья. Это очень вкусно. Хочу поблагодарить своих подписчиков. Большое вам спасибо, что вы пишете комментарии, ставите мне лайки, что продолжаете верить в меня. Заходите на мой канал и пользуйтесь шикарными моими рецептами. Друзья, мы с вами встретились на дегустационном нашем месте. Мы сегодня делали грибы-гриль. Эти грибы вообще подают с печеной картошкой в гриле, так как есть здесь соус грибной. Они очень вкусные, друзья. Я брал белые шампиньоны, большие, если вы видели, и коричневые портобеллы. Они, такие, как шампиньоны, просто текстура в коричневых портобелле, более мясистая структура в портобеллах. И вкус шампиньона, вы знаете. Ребята, получилось обалденно. Соус. Но специи, которые мы давали, все в норме, друзья. Посмотрите, какая-то красота. Лучок. То, что мы с вами зажарили вместе с ножками грибными. Сыр натертый. Посмотрите, какая-то красота. Это как Макдональдс булочки. Посмотрите. Это еще и очень вкусно. Друзья, какая-то красота. Сейчас мы все это попробуем. Посмотрите, какая красота. Ну, давайте попробуем. Друзья, мяса даже не надо. Если сейчас вы берете печеную картошечку в гриле, окунаете вот в этот соус, который мы с вами загустили при помощи крахмала немножко, получается обалденный ужин. И мяса не надо. Ребята, всех благ. Пользуйтесь моим рецептом. Делитесь с друзьями. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Хорошие, плохие. Но это ваши комментарии. Пишите, пожалуйста. Всем мира, добра, мирного неба над головой. Всех, ребята, люблю. Да, огромное спасибо подписчикам. Ну и вообще людям, которые посещают мой канал
и смотрят мои ролики и пользуются моими рецептами. Всем пока, чао!